Как быть, если самый близкий человек, ваша мама, вам завидует? Когда я снимала первое видео про зависть, признаки того, что вам завидуют, было очень много комментариев, что «а как быть, если завидует мама?» Но ведь это действительно очень неприятно, очень тревожно и сильно выбивает из колеи. Как же так? Самый близкий человек, от которого мы ждем любви, от которого мы ждем понимания, принятия нас любыми, и вдруг нам завидуют. Это вызывает шок, это вызывает непонимание и очень часто выбивает землю из-под ног. Что с этим делать? Давайте разбираться. С вами я, Алла Касаткина. Я психолог, работаю с женщинами больше 15 лет. Ссылка на мой сайт находится вот здесь. Вы можете по нему перейти и получить там для себя очень много полезной, интересной информации. А также в описании видео есть ссылка на подарок для вас, который вы можете собрать на моем сайте. Если еще не подписаны, самое время нажать на красную кнопочку «Подписаться», а если вы уже подписаны и рядом есть колокольчик, жмите на него, и тогда анонсы всех новых видео будут приходить к вам на почту, вы будете в курсе всего самого нового и полезного. Итак, что же это за зверь такой, материнская зависть? Когда самый близкий человек, самый родной, который, казалось бы, должен нас выцеловывать, выкаховывать, лелеять, холить и нежить, поддерживать нас во всех начинаниях, вдруг начинает нам говорить, зачем оно тебе надо, куда ты лезешь, либо молчать и поджимать губы, когда мы приходим и ждем поддержки, чтобы нас похвалили за наши успехи, когда начинает злиться, когда кто-то проявляет нам внимание, когда начинает нас упрекать чем-то, критиковать, обесценивать все, что мы для себя достигли. И у нас действительно получается такой, знаете, когнитивный диссонанс, как говорят в психологии. Мы не понимаем, а как же так? Вот отсюда должна идти любовь, принятие, и должно быть все хорошо, но вместо этого идет что-то, что нас отталкивает и заставляет защищаться. Как же открыть объятия навстречу своей маме, как же надеяться на ее любовь, если там шиш с маслом? Давайте сначала разберемся, почему это происходит, а потом я расскажу, что делать. Происходит это потому, что у вашей мамы то, что есть у вас, не было. Причем не было настолько, что ей катастрофически этого не хватало. Она выросла в нехватке этого. Она была этим обделена с самого раннего детства, и она очень об этом мечтала. Либо ей приходилось очень сильно трудиться, и она считает, что вам это достается просто так. Вот я за это пахала, я за это там от чего-то отказывалась, я за это что-то делала, а ей достается просто так. Ну как же так? Судьба несправедлива. Вот ей, ну вот откуда берется вот это? Вот ей. Правда неприятно? Она же меня родила, я же ее продолжение, она же должна меня принимать. Но когда ваша мама вас родила, обычно такое бывает со старшими дочерьми. К сожалению, так бывает со старшими дочерьми. Почему? Женщина родила, а гормончики все, которые должны были включить материнский инстинкт, не сработали. Произошел сбой. И она вроде как и заботится, она вас растила, она за вами ухаживала, за ручку водила, мазала ранки зеленкой, сидела возле вас, когда вы болели. Но она не чувствует того тепла, которое она чувствует к следующим детям. К детям, которые родились после вас, она чувствует больше тепла, больше внимания, больше нежности, чем к вам. И это тоже влияет на то, что она вам завидует. И она воспринимает вас с самого детства как конкурентку себе. Как конкурентку. К сожалению, это тоже бывает. И чему же мама завидует? А мама завидует всему. Мама завидует тому, что вас ее муж, ваш папа, любит больше, как ей кажется, чем ее. Что он просто с вами проводит больше времени, чем проводит с ней. Хотя она может и его отталкивать сама. Она может иметь сложности в отношениях с ним. И даже если у них все хорошо, но он с вами просто уделяет внимание, она будет вам завидовать. Она может завидовать вашим успехам в школе, в садике, в институте, в жизни вообще. Она будет обесценивать их. Она будет говорить вам, поджимая губы, ой, тебе просто повезло. Даже может завидовать тому, какой вам муж достался. Если ей не повезло в личной жизни, она может очень сильно завидовать вам, что вам достался лучший муж. И говорить тоже, тебе просто повезло. Она может обесценивать все ваши успехи. Она может отворачиваться от вас в тот момент, когда вам хорошо. Но
она всегда будет рядом с вами, когда вам будет плохо. Как только вы будете падать с какого-нибудь пьедестала, как только у вас будет случаться большой облом, где вы будете переживать за то, что вы потеряли что-то, она будет рядом с вами. Когда вам будет плохо, вас будут обижать извне, она будет вас защищать. Это тоже признаки материнской зависти. Она может пожалеть, но не может порадоваться. И это нужно просто принять. Да, так бывает. Она воспринимает вас как конкурентку. У меня было несколько клиенток, которые развелись с мужьями только потому, что им казалось, что муж дочку любил больше, чем их. И после развода запретили мужу видеться с ребенком. Она сказала, я запретила ему видеться с ребенком, и мне стало легче. Можете себе представить, как может проявляться материнская зависть? Самое интересное, что с этой же клиенткой, как только мы на консультациях проработали этот момент, они помирились с мужем. Они снова поженились и живут все вместе. И теперь в семье все хорошо. Вот так бывает. Что важно знать, если мама вам завидует? 2 вещи. Первое. Если мама вам говорит, у тебя не получится, не надо ее слушать. Это просто ее субъективное мнение, что в данный момент она против вашего успеха. Она боится, что у вас будет очередная победа, а она будет страдать от того, что у нее этого не случилось. А это значит, топаем вперед, опираемся на себя. Это вторая важная вещь, которую нужно знать. Опираемся на себя. Учимся себя хвалить. Потому что когда вы умеете радоваться своим успехам, вы сами, с одной стороны, знаете, наши мамы, которые нам завидуют, даются нам для того, чтобы мы научились радоваться собственным успехам. Потому что тогда внешняя оценка для нас не такая пугающая. Потому что у нас всегда с нами внутри есть человек, который готов нас поддержать. Когда мы умеем радоваться своим успехам, когда мы умеем спокойно строить свои планы и топать к ним, не слушая какие-то вздохи и упреки или ограничения сбоку, мы спокойно приходим к тем вершинам, которые мы себе запланировали в жизни. Главное, чтобы вы понимали, чего вы хотите. И тогда в жизни все будет хорошо. Если мамина зависть слишком отравляет вашу жизнь, дистанцируйтесь от мамы. Просто дистанцируйтесь. Поменьше рассказывайте ей о своих успехах. Знайте, что она вас все равно где-то в глубине души любит, но по-своему, только тогда, когда вам плохо. Поэтому, если вам хочется, чтобы вас кто-то пожалел, придите маме, расскажите, что вам плохо. Вот тогда вас точно пожалеют. А успехи свои празднуйте сами. И тогда им с мамой будет проще общаться. И в вашей жизни вы себя будете чувствовать комфортнее и увереннее. Но о том, как делать, чтобы завистники не воровали ваш успех, как быть, если вы завидуете сами, об этом мы поговорим в следующих сериях. Да, кстати, ссылка на первое видео из этой серии, где 5 признаков, что вам завидуют, будет здесь, сверху, в закрепленном комментарии. Посмотрите его обязательно и проверьте свое окружение на то, насколько оно токсично для вас и насколько оно для вас окрыляющее. С вами была Алла Касаткина. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии, которые подтверждают, что тема актуальна, и я могу снимать на эту тему вам еще видео. Пока-пока, мои ласточки.